Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Как всегда на моем канале вы услышите искренние и добрые слова поддержки. Благодарю вас за то, что вы со мной. Итак, тема сегодняшнего расклада звучит так. Гром в ясный день. О какой скрытой угрозе небеса кричат тебе через случайные знаки? Посмотрим, какие же это знаки и какая скрытая угроза. Надеюсь, это будет предупреждение для вас, и вы воспользуетесь этим. В конце видео помимо совета карт будет совет психолога, поэтому советую досмотреть до конца. Вселенная никогда не наказывает без предупреждения. Сначала она шепчет через сны, затем говорит через знаки. А если мы продолжаем идти с закрытыми глазками, она бьет громом среди ясного неба. Если вы смотрите это видео, значит ваш шепот уже закончился. Прямо сейчас над вашей головой начинают сгущаться тучи, которых вы не видите. Может быть, из-за своего оптимизма, или, может быть, привычки доверять не совсем тем людям. Высшие силы дали вам этот расклад как последний шанс изменить сценарий. Что-то, то, что вы считаете незыблемым, может вот-вот дать трещину. Давайте узнаем, о чем вам кричат небеса, пока небо над вами остается светлым. Делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Сразу говорят, белая ворона. Девушка не похожа ни на кого. Выделяетесь из толпы своим мировоззрением, хобби, опять-таки, может быть, видение взаимоотношений, восприятие этого мира, да, вот что-то вас очень выделяет. Может, чувствуете себя, знаете, как чужой среди своих, даже среди очень близких. Какая девочка пришла на расклад? Так интересно, на вас характеристики. Карта принцесса — это сродни карте в классике императрицы. Это женщина, которая обладает наилучшими качествами, женскими в данном случае. Вы можете преуспеть во многом. У вас достаточно и интеллекта, и внешностью, навыки, способности, таланты. Все есть у вас тут без всякого преувеличения. Не могу понять, почему между вот этими картами карта депрессия лежит. С этой стороны карта хамелеон. Давайте так, вполне возможно, вы и понимаете, что вы ресурсны, смотрите на себя и думаете, ну я же далеко не уродина. Многие смотрят и думают, боже мой, я привлекательна, красотка, кроссовка, симпатичная, да. Смотрите на вас там, замечаете, на вас обращают внимание, может быть, комплименты говорят не только мужчины, даже женщины там говорят, ох, ты классно выглядишь там. Но это объективно, девочки, так. При этом какое-то ощущение такое тут у меня, может, вы не получаете желаемого, многие даже не могут, наверное, до конца сформулировать. Скорее всего, они не хотят, многие девочки, проживать жизнь среднестатистической какой-то женщины, не в обиду, не в укор, кому бы то ни было. Просто вы понимаете, что у вас, допустим, у вас другие ценности, да, вас не вдохновляет, не воодушевляет там то, что может быть других каких-то девочек, ваших там коллег по работе, там, уж не знаю, там, карьера, может быть, я не знаю, что у многих там, какие-то несметные богатства. Нет, вы не против, если они вам свалятся на голову, да, но многие не готовы платить ту цену, которую приходится, вот вы смотрите там, может, ближайшее окружение или в принципе знакомых женщин, и вы понимаете, я не хочу платить такую цену за так называемую материальную стабильность, да, или же
карьеру строить такими методами. Может, вы анализируете все и понимаете, я не хочу, у меня совершенно другие там какие-то планы, мечты другие. И вообще хочу по-другому жить. Вот тут вот как-то мне так. Но при этом карта депрессии, это скорее всего, знаете, это как будто не совсем вы в ладу с этим миром. Это о чем? Может быть, пока вам приходится, ну, существовать, выживать даже по тем правилам, вот, приспосабливаться, карта хамелеон, ну, которые вам диктует это социум. До конца вы не можете вот по белой вороне, ну, знаете, плюнуть на все и уж там, не знаю, жить так, как вы хотите. Вот, может быть, приходится пока идти на какие-то компромиссы. У кого-то это там работа, которая, ну, я не говорю, что уже прям поддостала. Ну, многие, некоторые, наверное, или многие нюансы какие-то существуют, да, вас не устраивают. Но, как бы там ни было, может быть, нет материальной стабильности, той самой, пока вы не можете себе позволить. Или же есть любимое дело, хобби, да, но пока вы не можете исключительно благодаря ему зарабатывать себе на жизнь. Поэтому приходится соглашаться опять на какие-то, может, промежуточные варианты, компромиссы. У кого-то это касается взаимоотношений, может быть, даже с близкими, в семье даже. Хотелось бы по-другому, мечтаете о чем-то другом, но опять-таки пока есть как есть, да, давайте так. Может быть, любую другую, там, не знаю, вашу подругу, знакомую, даже вот, не знаю, ваша жизнь, она бы, ну, порадовала, удовлетворила. А для вас это не совсем то, о чем вы мечтаете. И тут дело, повторюсь, абсолютно в том, что абсолютно в том, что у вас разные ценности. Вот как будто бы вы другая, вы инаковая, вы, ну, скажем так, вы, тут у вас более какие-то глобальные цели, не просто, повторюсь, где-то самоутвердиться, где-то там доказать этому миру, что вот, я достигла того, того, того. Нет, тут как-то мне, девочки, более какие-то серьезные мотивы, намерения, мечты. Так, вот тут доложу, не могу понять, кто павлин. Может, это вы павлин, может, это наш обычный, привычный уже этот павлин приходит к нам, какой-то мужчина. Так, это вы у меня этот павлин? Нет, это вы защищаетесь от этого. Карта защиты от павлина. Ну, давайте так. Тут рядом карта темперамент, страсть, мужчина. Ну да, мужчина, который в вашу жизнь пришел как наказание вам, наказание небес. Вы сразу его вполне возможно восприняли. Вау, павлин, да, тут перышки распустил. Может быть, вот это сияние этих перьев вас и ослепило. Тут влюбились, могли поддаться на эти все, не знаю, соблазны, искушения, карта темперамент. Может, рядом с ним вот вы себя раскрыли не с одним мужчиной, может, вы не ощущали себя настолько страстной, темпераментной, сексуальной, привлекательной. Может, не хотелось ни ради одного мужчины такой быть. Тоже может быть. Но по факту, раз он, тут у меня все-таки павлин, это мужчина самовлюбленный, который на первое место ставит себя, свои потребности, а ваше это уже в лучшем случае на 5-10 место. Мужчина, который показывает вот этот вот фасад красивый, эти перышко, оперение, и умело камуфлирует свою теневую сторону, которая есть в каждого из нас. Но за счет того, что вот это оперение режет глазки, мы не замечаем тут теневую сторону, мы влюбляемся в идеальный какой-то облик. Плюс он умело, повторюсь, может себя преподнести, обаять, влюбить, очаровать. Да, вот такой мужчина, да. Показать все свои достоинства, сделать акцент, насколько он ресурсный, классный. Ну, тут влюбиться, не влюбиться невозможно, девочки, поэтому, ну, по-другому не могло быть. Или, по крайней мере, это вам опыт для того, чтобы последующие уже павлины мимо вас проплывали куда-то. Кстати, вы помните, как они ужасно павлины это кричат, да? Это тоже подумайте, потому что они до поры до времени молчат, вот такие павлины, а когда начинают показывать это, как они поют, это капец, можно испугаться. Ладно, извините, лирическое отступление. Так вот, потом, когда вот он поворачивается своей этой
дальней стороной, тылом, да, задом, извините, то капец, там какая картинка вот этого павлина. Вот тут то же самое, ассоциация в человеке. Рано или поздно эта теневая сторона начинает вылазить, какие-то проявления из прошлого, следы из прошлого, да, может быть, не очень красивые поступки там в отношении других женщин, в принципе, черты характера какие-то, да, когда уже вы влюбились по уши, и тут вот это вот оперение уже не нужно так распускать, то вы смотрите, бог ты мой, как я могла ошибиться, как я могла этого не видеть. Ну, да не видели, потому что он это камуфлировал, плюс вы влюбились уже по уши. Ладно, это о чем? Ну, он для вас как наказание. Ну, я не буду считать это прям так наказание, я думаю, это урок, который вы уже прошли. А вот эта карта, переход на новый уровень, мне так идет, дальше нет карт, значит, вы прошли этот урок. Значит, вы осознали в полной мере, кем был для вас этот мужчина, или, по крайней мере, уже на пороге этого осознания, понятия, принятия, может быть, себя, может быть, вот не зря же карта защита, вы от него защищаетесь. То есть вы уже понимаете, что, может быть, именно такому типажу мужчин рядом с вами не место, ну, вам не нужно, ну, проиграли эту историю, получили опыт, все, сделали выводы, ну и дальше идете своей дорогой и будете теперь дальше держаться от таких мужчин. Может, для вас пришло уже понятие того, что такие мужчины не закроют ваши потребности, да, там, может быть, в любви, поддержке, уважении, нежности, заботе, но это совершенно другой какой-то типаж. Ладно, начинаем, продолжаем. Вот такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, гром в ясный день. О какой скрытой угрозе небеса кричат тебе через случайные знаки? Да, из той серии обычные знаки у нас это могут... Ну, у меня одной знакомой прям ветви деревьев в парке вот несколько раз падали прямо перед ней. Потом морозный был какой-то день, и огромная глыба льда упала перед ней. Это было несколько знаков, а потом она действительно попала в очень страшную ситуацию. И она в этой ситуации была очень доверчива. Она попала из-за своей доверчивости, легкомысленности. Да, женщина попала в сексуальное рабство. Ну, потом все закончилось более-менее нормально, выжила, да, но она потом вспоминала, она говорила, эти знаки были. Это буквально в течение недели эти знаки были. Она как-то не совсем поняла это все. Могла избежать, на самом деле, мне так кажется. Ладно, извините, лирическое отступление. Итак, событие или знак из недавнего прошлого, который ты проигнорировала. Давайте посмотрим, что. Следующая суть угрозы. Что именно назревает в тени твоей жизни? Суть угрозы. Девочки, это может касаться в любой сферы вашей жизни. Это отношения, здоровье, деньги. Так, кто или что является причиной опасности? Человек или твоя собственная иллюзия, да, наивность какая-то, или кармический долг. Это тоже нужно учитывать. Так, что произойдет, если ты оставишь все как есть и не прислушаешься к сигналу? Твое спасение, совет карт, да? Твое спасение. Какое конкретное действие ты можешь совершить, да? И это нейтрализует эту угрозу. Так, событие или знак из недавнего прошлого, который ты проигнорировала. Суть угрозы, что именно назревает в тени твоей жизни. Что или кто является причиной опасности? Человек, собственная иллюзия твоя или кармический долг. Так, что произойдет, если оставишь все как есть и не прислушаешься к сигналу? Совет карт.
твое спасение, конкретное действие, которое нейтрализует угрозу. Начинаем. Итак, первое у нас событие или знак из недавнего прошлого, который ты проигнорировала. Интересно. Так, токсичность, карта, одиночество, ограничение, клетка какая-то, самонастрой, сила, ангел-хранитель. Так, который проигнорировала. Давайте так, мне почти 100%, как мне идет, это какие-то проблемы со здоровьем. Причем, девочки, очень много зависит от вас в каком плане. Событие какое-то, может быть, у вас было из недавнего прошлого. У кого-то это по типу панической атаки. У кого-то это... Тут почему-то мне идет токсичность, одиночество, самонастрой, сила, ангел-хранитель. Интересно. Давайте доложу. Ну, вроде как понимаю я в прошлом, вот недавнем. Давайте так. У кого-то это может быть проблемы со здоровьем какие-то, и при этом вы могли, ну тут карта одиночества, токсичность, ограничения. Знаете, с одной стороны, вы могли скрыть от близких даже эти какие-то проблемы со здоровьем, да, при этом вы могли себя так накрутить, самонастрой. Видите, самонастрой, женщина, которая тут как черное облако, как тут какое-то у нее идет прям направлена из головы. То есть проблема, собственно, она есть на самом деле со здоровьем, но вы настолько могли себя накрутить, настолько могли почувствовать себя какой-то, знаете, не то что незащищенной, а могли осознанно даже не сказать близким, знакомым. Ну, понятно, о проблемах со здоровьем, как правило, мы знакомым редко рассказываем, но близким даже, может быть, вы хотели их ограничить. Тут карта ограничения, может быть, от боли, оградить, да, извините, защитить, не хотели раньше времени о чем-то говорить. У кого-то прям так, у кого-то это могли быть, знаете, как звоночки какие-то со здоровьем проблемы, но вы то ли не идете, не обследуетесь. Тут какие-то как ограничения, при этом карта самонастрой, вы и сами можете эти ограничения создавать. Тут что-то такое какое-то... Вот вы проигнорировали это. При этом карта сила и ангел-хранитель говорят, что на вашей стороне у вас есть и сила, даже если это заболевание действительно серьезное, есть сила это преодолеть, сила вашего организма, сила воли есть, убеждение. И ангел-хранитель это все на вашей стороне. А вы как будто бы то ли упускаете какой-то момент, не идете, не обследуетесь, как, ну, как знаете, ну, ситуация зависает, она... Тут какая-то такая ситуация, которая вы можете изменить, вы можете, даже если это там какое-то заболевание серьезное, вы можете его вылечить. Вам для начала нужно нормально обследоваться. Вот тут вот так прям мне идет. Я не знаю, девочки, почему-то так. При этом вот эта карта одиночества, может быть, вы себя ощущаете одиноко, или вы думаете, может быть, что ограничения, у вас нет финансов пока, да, на это. У кого-то и так может быть. Но при этом говорят сила и ангел-хранитель. Может быть, вы, если обследуетесь, то для вас станет понятно, что не настолько большая тут проблема. Вот в чем дело. Да, вот смотрите, показано, вы бездействуете. Вы можете догадываться об этой проблеме. Вот звоночки какие-то есть. У кого-то там это токсичность, это прям может быть, ну не знаю, симптомы какие-то. И тут дело в том, что вы знаете, о чем я говорю. Тут не просто так.
Но самонастрой, то ли вы себя как-то программируете, боитесь, да, может быть, даже некоторые боятся обследоваться там. Но тут со здоровьем что-то. Как будто бы нужно настроиться на борьбу, да, то ли сил, то ли настроения нет. Ну, тут эти ограничения у вас самой, у многих. Я понимаю, материально, там, это все понятно, затратно, но карта бездействия, вы не действуете. Как будто бы многие мечтают, карта звезды, и тут, видите, ну, мечта, женщина, скука сидит. Вы мечтаете, как будто бы оно само собой рассосется, пройдет, ну, может быть, ошибка, может быть, я преувеличиваю. Вот тут что-то такое. Ну, прям я вам советовала бы обратиться, обследоваться, обратить внимание на здоровье, на какие-то симптомы, которые недавно были у вас. То, что, может, вас напугало, то, что, может, вас удивило даже. А все не время, не сейчас, может быть. Так, суть угрозы. Что именно назревает в тени твоей жизни? Разбитое сердце, усталость. Видите, какая усталая, красивая женщина, но усталость. Дальше карта идет якорь. Это сродни карте повешенной, это карта утопленник. Это самочувствие, это состояние такое. Тут, видите, женщина, ну, она красивая, но тут она, правда, тут не соблюдается, может, режим отдыха, сна, нагрузки какие-то, у кого-то психологические нагрузки, у кого-то это финансовое бремя, да, нужно на себе тащить это все там. В любом случае, разбитое сердце. Из-за чего? Из-за вашего состояния. Я все-таки это буду привязывать к состоянию здоровья, и плюс это же взаимосвязано, состояние вот, как истощение, энергетические истощения. Карта замок, феникс и книга. Ну вот и опять я вам хочу сказать, это что-то с вашим здоровьем связано, то, что вы то ли по карте замок, то ли осознанно вы это скрываете, там, даже от близких, ну не хотите, не знаю, почему делиться, у каждого свои моменты. Кто-то не хочет там обременять, кто-то не хочет, знаете, причитаний никаких не было, помощи, думаете, не будет, а будет только масса разговоров и надоедать. У кого-то это просто вы откладываете, вот сейчас там в отпуск пойду там и буду тогда обследоваться. В любом случае вам говорят, смотрите, как только вы вот эта карта замок в сторону это отбрасываете, вы идете, выясняете причину, до конца доводите ваши, там, допустим, обследования, то у вас 100% есть возможность по карте Феникс восстановиться. И карта тут заговоры, так как вплоть до того, что ваши силы, внутренняя ваша сила, там у меня карта сила ваша выходила, карта заговора, я буду это читать, и карта Феникс, это сила вашего организма. Вот вы выходите из этого состояния, а сейчас у вас какое-то истощение, еще раз повторюсь. Истощение энергетически, может, как высосали вас. Вам элементарно нужно восстановить ваше здоровье. Ну, в таком состоянии нельзя пребывать, я вам хочу сказать. У вас есть все шансы тут, как птица Феникс, восстать из пепла и стать еще красившей, здоровей. Ну, я вообще очень редко там трогаю тему здоровья, но в данном случае мне так идет. Источник бури. Так, кто или что является причиной опасности? Человек, ваша собственная иллюзия, да, или кармический долг. Ну вот. Вот. Что у нас причиной является? Деньги, злоба, гроб. Ну, тут несколько мне таких моментов. Уже не знаю, какой у вас. Первая, вот эта карта, видите, транжиры, человек разбрасывает деньги. Я могу это, конечно, в прямом смысле прочитать.
нет финансов для того, чтобы обследоваться, лечиться, но я бы не хотела это так читать. Тут опять у меня карта деньги дальше идет. То есть, ну, у кого-то и так проиграется, да, может, на себя, как всегда, не хватает. Может быть, какие-то у вас более насущные потребности, как вы считаете, там, уже не знаю, деткам, близким. Ну, мои хорошие, тут уже пора о себе задуматься 100% о собственном здоровье, о собственной жизни. Но я тут по-другому это прочту, первую карту, карту транжира. Это, скорее всего, причина вашей опасности, это то, что вы тут вот ваши ресурсы раздавали. Ресурсы у кого-то это, опять-таки, правда, много времени, энергии отдавали, может быть, близким, родным, которым вроде бы как нужнее было. У кого-то это на нескольких работах, тогда вы потом приходите домой, опять еще какую-то домашнюю работу выполняете. Не соблюдаются опять-таки никакие режимы ни сна, ни отдыха, ничего. Тут как будто бы, правда, мне идет, как женщина истощена, будто бы посмотри на себя другими глазами, посмотри на себя вот отстраненно, вот как в зеркало. Вот ты ж принцесса, как будто бы, ну, тут идет такое, как будто бы пофигистическое где-то отношение к себе. Я понимаю, многих по-другому не может быть. Вот ну, такой момент, такое что-то там в жизни может происходит. По-другому вы не можете, но сейчас по факту вам говорят, ни одни деньги мира не стоят того, чтобы себя загонять в какое-то такое состояние. Это о том, что, да, не люблю эту фразу «всех денег не заработаешь». Может быть, действительно такой период вам нужно зарабатывать эти деньги. Но, мои хорошие, правда, ни одни деньги вам не вернут вашего здоровья 100%. Тут тоже такой нюанс. Вот карта гроб, и деньги, злоба. Потом можете злиться сами на себя, мои хорошие. Да, оно уже все упущено будет. Это о том, что сейчас хоть остановитесь, подумайте о себе. Тем более, что у вас есть чем думать. По принцессе тут с интеллектом все замечательно, все прекрасно. Единственное, что можете сами себя как, ой, ну, где-то обесценивать сами себя, свою значимость. Не любить себя, да. Тут даже кричат прям небеса. Вот. Представь, если так у вас не получается, представь, подумай, для кого ты для себя самый родной, близкий человек, самый дорогой. Вот. Сделай для себя хоть какую-то поблажку, да, тут такое вот. Обрати на себя внимание. Так, ударная волна. Смотрим, что произойдет, если ты оставишь все как есть и не прислушаешься к сигналу. Угу. Угу. Ну, давайте так, не буду вас тут прям рассказывать, что прям ужасы и кошмары будут. Давайте так, еще какое-то время вы, тут карта беременность, вы сможете на этом каком-то своем ресурсе, на этих силах еще протянуть при покровительстве высших сил. Ангел-хранитель, да, ангелы-хранители вас будут оберегать. Но дальше я вам хочу сказать, тут карта страхи. Страхи это где-то может быть идти психосоматика, ощущение того, что я что-то, ну, я многое не контролирую в своей жизни, да. То есть могут, правда, потом бить по этому здоровью, по вашему страхе, тяжелее и тяжелее выходить из каких-то состояний будет. При этом вы можете, знаете, чуть-чуть, знаете, как-то так, симптомы подлечили, да, убрали симптомы, причину так до конца и не выяснили, заболевания, да, какого-то, допустим, не докопались до сути, не устранили причину, а как будто симптомы там только убрали, и потом опять бегом, карта сад, тут социум, карта лилия, цвету и пахну, по карте сад зарабатываю деньги, там занимаюсь карьерой, реализуюсь, я пытаюсь успеть, догнать, вот этот ритм какой-то мне идет прям, вроде бы как картинка неплохая, но говорят, это ящик Пандоры. Причину не устранил, ты открываешь этот ящик Пандоры, а дальше может случиться все, что угодно. И хорошего мало в этом. Это как будто бы вас где-то предупреждают. Перерыв сделай, отдохни, возьми отпуск.
Ну, просто займись своим, уж не знаю, там, здоровьем. Как это? Я не знаю, витаминизация какая-то. Ну, для начала обследования. В санаторий, все в сад. Так, ящик Пандоры. Что произойдет, если... Ах, ящик Пандоры. О чем это? Ну, вот смотрите, что они мне показывают. Ящик Пандоры. Это то, что, ну, видать, у каждого свое, но вот вы открываете этот ящик, а дальше очень трудно предугадать, но ничего хорошего. Тут у меня идет карта следующая униженность. Видите, девочка плачет, черные круги, тут размазана тушь под глазами. Привязанные руки, разбитое сердце. Это о чем? Это о том, что шансы на выздоровление, может быть, на устранение причин уже будут упущены. Вы можете оказаться в каком-то униженном состоянии. Вам может не хватить даже вот этих всех денег, вот этих всех каких-то, может быть, там наработанных связей, там, если карьера, я уж не знаю, что тут вы запланировали. Эти все удачи, они поблекнут на фоне вот эти какое-то ощущение такое, что уже связаны руки, поезд ушел, уже невозможно вернуть все, а шансы были, может быть, повторюсь, устранить причину, выздороветь. Ну и разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Это о том, что здоровье бесценно. И давайте посмотрим. Совет карт. Твое спасение – конкретное действие, которое нейтрализует угрозу. Ага. Тут мне первое, мне идет быть более, ну как оно мне идет, я так и читаю, да, давайте. Быть более разборчивее в связях в плане с друзьями. В любых связях, да, давайте так. Прям вспомнила этот пошлый анекдот. Ладно. Визит, звонок жене, да, муж на курорте, и звонок жене: дорогая, что тебе привезти? Она говорит: вези все, что лечится, да. Ну, извините, пошлый, не знаю, что-то у меня в последнее время это выходит, наверное. Да, ладно. Мои хорошие, тут вот как будто бы в плане связи, друзья карта, тут не любовная связь, тут именно друзья. И подарок какой-то, который вам могут друзья эти свинью подложить. Вам говорят это о чем? Может быть, минимизировать общение с людьми, которые могут набиваться вам в друзья, но при этом вы чувствуете, ну, вы по белой вороне, это не ваши люди. Ну, это вас обременяет, раздражает, может быть, токсичные какие-то люди, которые преследуют свою там выгоду, но при этом они себя ассоциируют так, даже не то, что они тебя транслируют, позиционируют себя как друзья. Где-то, может, идет это навязывание этой дружбы. Вам говорят: лучше, меньше это лучше, да, то есть качественно. Вам не нужно гнаться за количеством, вам нужно качество. Может быть, общайтесь с людьми, которые действительно вас наполняют, вдохновляют. Пусть это будет несколько человек, но это не будет пустой какой-то шум. Потому что ничем хорошим вот эти вот какие-то так называемые, ну, ни о чем разговоры ни к чему не приведут. Вы только как будто остатки своей энергии можете сливать на вот это вот. При этом не забывайте по белой вороне о ваших мечтах, о том, чего вы хотите, к чему вы идете, да, тут как будто бы у многих вот эта карта, тут письмо. А может быть, прописать действительно, что для вас более важно, какие-то цели, как вы можете к ним прийти, да, не просто там мечтать, а вот какой-то конкретный план, да, действий, может быть, по чуть-чуть воплощать эти действительно дела, ну, в жизнь, скажем так. Так, почему-то мне тут эта карта соль, знаете, это, ну, это из магической части колоды, это как нейтрализация, где-то негатива идет. Вам говорят, у вас два пути по влюбленным. Вы можете, вот правда,
Если мы говорим о здоровье, то вы можете, правда, на время, как вот два пути, вы можете нейтрализовать, как симптомы убрать хотя бы сейчас, но вообще не откладывать в далекий, как это сказать, ящик, да, и действительно нужно первопричину, может быть, не знаю, у кого какие проблемы, у всех здоровье разное. Может быть, в любом случае, мои хорошие, там все карты говорят о том, что вы можете эту проблему побороть, восстановить здоровье. Пока еще это возможно. Ну, вот как-то так. Ну, я думаю, первая вот эта карта, друзья, и первая вот это вот, как свинью, подарок, который подложили, то есть свинью эту подложили. Это, скорее всего, история о том, что поменьше общаться с какими-то токсичными товарищами, которые эту энергию из вас высасывают, да. Или же вы понимаете, что вам с ними не по пути, но где-то из чувства долга, такта, нежелание как-то, может быть, повести себя некрасиво, все-таки поддерживаете еще какие-то связи с этими людьми. Вам говорят, не нужно, ты на это тратишь очень много энергии. Твой путь другой. Выбирай своих каких-то единомышленников, людей, с которыми тебе действительно интересно, ты с ними на одной волне. Может быть, вот среди них у тебя будет и пополнение этой энергии, восстановление. Это тоже очень важно. Такой расклад у меня, девочки, сегодня получился. И совет психолога в конце, да. Все эти знаки Вселенной — это не угрозы, а как навигационные подсказки для вашей безопасности. Психологический гром случается тогда, когда вы слишком долго игнорировали шепот своей интуиции. И мой совет: остановитесь, прислушайтесь. Не идите туда, где ваше сердце чувствует холод. Даже если ваш разум говорит обратное. Предупрежден, значит вооружен, защищен. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.